Привет всем, друзья! Сегодня у нас пятница, рабочая неделя окончена. Мы идем, вот, Игорь, поздоровайся. Мы идем после тяжелых будней трудовых. На рыбалку не идем сегодня, но мы идем, смотрите, с такими сумками. Мы решили пожарить шашлык. У нас просто казус произошел, мы должны были завтра ехать ловить рыбу. Вот, и два наших постояльца заболели. То ли грипп, то ли что-то в этом духе, валяются с температурой. Мы им желаем скорейшего выздоровления, и поэтому мы решили завтра еще поработать, но сегодня все-таки пожарить, пойти шашлыки. и отвлечься. Да, немножко отвлечься. Вот, как раз погода такая. У нас уже Делаем. весна, где-то плюс 10 градусов. Совсем еще недавно зима была, снег. Вот, буквально там за неделю, за две так потеплело. Как говорится, грех не воспользоваться хорошей погодой. Да и отдыхать нужно. Поэтому идем, сейчас будем вам показывать. Отдыхайте вместе с нами. Это видео не про рыбалку, это просто чисто такой отдыхающий контент. Обычный, такой жизненный, легкий отдыхающий контент. Эти виды вы видели уже, но кто не видел, вы, может быть, первый раз смотрите. Да, сейчас такая красота. Да, сейчас будем идти вот. Гляньте, как красиво. В лес. Игорь, что-то добавишь или пока? Значит, так будет. Друзья, нашли мы ямку такую. Короче, шли мы вообще недалеко. Мы просто зашли в начало леса. Вот. Боже, ну как здесь красиво. Все-таки чем дальше от мегаполиса, тем леса чище. Чисто, людей немного. Точнее, в данный момент их вообще нет. Нашли такую вот ямку. Сейчас здесь быстренько растопим, распалим огонь. Потому что уже такой заход солнца, где-то закат солнца, где-то через часика-полтора уже, наверное, будет темно. Но мы успеем. Решили отдыхать, значит, будем отдыхать. Все, скоро покажем. Ты представляешь, тут еще даже слива нашлась. Это же для шашлыка вообще, это ямка. Ну, я таких подробностей не знаю. Слива или вишня. По мясу насты. Ну, то есть она считается, что от нее самый лучший идет аромат. Оставь, пожалуйста, салфеток Я чуть-чуть. оставил. Ага. Что руки надо вытереть будет. Я оставил. От сливы аромат? Слива, ну, вообще вишня, слива, да, она как бы яблоня. Ну, я знаю, Ну, чтобы давай деревья. немножечко расслабиться после тяжелой, реально тяжелой трудовой недели. Мы взяли с собой немножко пива. Вот здесь я сейчас правда услышала аромат. А слива, которая горит, ну, не знаю, какой там может быть аромат. Ну, типа огня. А что, чем там еще пахнет? Так что сейчас будем немножко снимать стресс. Видно, что человек никогда не пилил деревья. Ну нет, я же девушка. Да, я знаю. Слава богу. Пилишь плодовое дерево, оно дает такой запах ни с чем несравнимый. И точно так же, когда на нем жарится мясо, оно дает такой же потрясающий аромат. Так красивый такой фон ты на закате, знаешь, прям сзади как солнце. Знаете, у нас на самом деле где-то час есть, пока стемнеет. Мы как раз вот будем сейчас пытаться вписаться в это окно. Выпить пиво, съесть шашлык и пойти домой. И дальше работать. Удаленщиков жизнь такая. Кто думает, что удаленщик это ты лежишь на берегу моря где-нибудь в Доминикане или на Гоа или на Бали и просто нажал одну кнопочку вкл-выкл,
а все остальное время ты вот просто лежишь, и тебе еще деньги платят. Нет, это не так. Если офисный сотрудник приходит там в 9 на работу, уходит в 6, то у нас работа, я не знаю, она начинается, когда мы просыпаемся и заканчивается перед сном. Ну, давай начнем с того, что в отличие от офисного пребывания, это очень большая самоорганизация. Да. Потому что в домашних условиях заставить себя просыпаться там в 6-6:30 и, ну, скажем так, не пастись возле холодильника целый день, а действительно позавтракать, приготовить себе позавтракать и идти работать. Вот, это, ну, это не просто, да, то есть это... Да нет, это дело привычки, не знаю, мне уже легко. Не, уже легко, да. Ты вспомни, когда мы только начинали, когда вот этот ковид начался. Да, было... Это было капец. Хотелось спать, ну, не хотелось, спали до 11. Что там греха таить. А потом встаешь только, а, блин, а уже 11:30. Ты только встал, работник года. Сейчас нет, уже, наверное, я не знаю, года 3. Спокойно уже все. Ну, во-первых, будильник, как бы, да, тут дело такое. Дело мотивации еще. Стоит будильник, просыпаешься, встаешь и все. Чай, кофе и работаешь. Короче, уже классно, в принципе, не знаю. Я бы на офис, ну, уже, наверное, не променяла. Я уже привыкла так. Ну, ты вспомни, сколько времени тратилось на добирание туда. Да, сама еще что-то добираться. Одно дело, когда это в маленьком населенном пункте или в маленьком городе. А другое дело, когда в пробках нужно стоять. Поэтому, ну, в общем, те, кто живет в больших городах, живут, то понимаете, о чем мы. Боже, как красиво. Вот здесь нужно просто помолчать. Будем надеяться, что оно загорится. Хорошо. Мастер-класс по разведению огня. Да, это моя палочка, которую я подставлял, она под весом этого всего массива. Ну, давай начнем с того, что у нас в принципе сырая елка. Ничего, зато у нас и с пивом мы можем выпить пиво и пойти домой. То есть пожарить мясо на сковородке. Да. Я постараюсь все-таки, чтобы у нас оно разгорелось, и все получилось. А еще, чтобы не прибежал лесник вместе с пожарниками и не дал нам трездюлей. Да не должен, может, с краешку. Мы даже в лес особо не заходили. Птички такие, блин. О негативном не будем. Мы сегодня просто отдыхаем. Подпали спичку об костер. Подпалить спичку от костер, надо сначала, чтобы костер подпалить. Ну что, Игорь, получается? Да. Сыроватая, конечно, у нас. Все веточки. Попробуем таки разжечь. Боже, как красиво. Просто спокойно. Просто вот
На фоне, знаете, где-то далеко цвиринькают птички. Кто-то работает бензопилой, да, или что-то такое. Бензопила, да. Бензопила, да, пилит. Во дворах гавкают собаки. Мы сюда шли, сидят уже коты на заборах, на деревьях. 8 штук котов, да, разные, причем там рыжие, черные. Знаете, весна такая, все уже просыпается, оживает. Хорошо, весной всегда какая-то надежда такая появляется на что-то хорошее, что-то светлое. Не знаю, на мир, надежда на мир. Надежда на то, что люди станут, может быть, в этом году хоть, ну, не знаю, как-то более... Ну, просто будут жить в мире, более защищенные будут, не знаю, добрее станут немножко. Вот, потому что сейчас такое, да, сложное время, но все равно, как еще говорили мы в предыдущих видео, в селе это еще не так чувствуется, как, например, где-то в более крупных городах. В селе он собрался, вышел, устал, вышел в лес, никого нет. Хочешь, поорал, хочешь, поплакал, хочешь, приготовил себе шашлык, выпил пиво и вообще жизнь удалась. Ну, как-то полегче, вы знаете, как-то полегче, да. Поэтому скоро поделимся с вами нашим шашлыком. Такой кастрик уже. Вообще не хочет гореть, видишь, сырое все. Ничего страшного. Вчера у нас дождь шел, причем такой добротный. Должно все отцепить. Гляньте, как красиво солнце, вот закат. Солнце очень красиво. Боже, просто красота. Это наш кастрик. Это Игорь уже нанизывает шашлык. Как вот эти в ресторанах называются, которые шашлык делают? Шашлык? Мангал. Да, мангальщики. Да. Игорь, в тебе плачет мангальщик. В том-то дело, что плачет. Ты точно сказала. А еще у меня плачет очень сильно рыбак. Надеюсь, что скоро Вообще, гляньте, как красиво. Такое зарево. Или я не знаю, когда солнце заходит, как это? Зарево это когда встает, закат, да. и жарок у нас. Угу. Костер мы развели. Кстати, у нас все получилось. Ну, как у нас, у Игоря все получилось. Честно говоря, было бы даже стыдно, если бы не получилось. Несмотря на то, что все мокрое. Разговаривай со зрителями. Расскажи, как у тебя дела? Сейчас у меня дела просто хорошо. Я вот сижу, наконец-то я за неделю первый раз попал тупо в тишину. Не в конференции, не вот это постоянное с утра до вечера бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Вот, а именно в тишину. Я слышу, как лают Тишины, собаки, тишины, хочу тишины. как шелестят деревья. Хоть это и хвоя, но она имеет свой специфический звук. Чистый воздух. Костер потрескивает. Вот уже мясо нанизано, я уже тоже предвкушаю хотя бы там пару кусочков тяпнуть.
Все-таки решил не жарить все. Но на самом деле для нас двоих это будет Да, перебор. это надо было, чтобы еще мужчины 3 хотя бы было. Но мы таки планировали, что у нас будет. Да, меня брать не 3 планировали. мужчины. Что значит не планировали? Ну планировали, ты отказал. Так, ну что. Сейчас перегорит. И будем уже... Да. Сразу, красота такая. Ладно, сейчас переходить, я уже положу туда бутылку. Бутылки это у нас вместо держателей, да? Ну, Да, то есть нас очень опора. примитивно, к сожалению, да, то есть не без добрых людей, потому что Не без добрых людей, которые ставили здесь бутылки, но нам они как раз пригодились. да, просто вот иногда смотришь, честно говоря, я не понимаю, вот ты пришел там поесть, попить на природу, да, где травка, где можно там босиком, условно говоря, походить, ты бросаешь эту бутылку. Вот. И вопрос самый главный зачем, да, потому что ты завтра туда придешь там со своей семьей или сам, и на эту бутылку наткнешься, либо порежешь ногу, либо попьешь. Ну, по крайней мере, оно и некрасиво даже, да, когда ты смотришь, когда весь мусор валяется. Честно, Ну, в данной ситуации нам пригодились эти. Ну, бутылка, стекло это еще такое, вот когда пластик валяется, это же, конечно, вот, ну, ничего. Чтобы ничего не пошло гореть. У нас импровизированная ямка, она нам очень помогла. Да, скоро будем уже жарить, покажем вам сейчас. Очень импровизировано. Ну, как есть. Ой. Ну, пусть прогорает еще. Вот такой у нас импровизированный мангал вышел. Как бы и спешим немного, потому что заход солнца, надо еще пожарить. Да, где-то полчаса. Еще поесть надо, еще пожарить надо, поэтому, поэтому уже немножко мы не ждем, когда там они потухнут. Как они сразу вот запахли, да, вот эти специи. Шашлык замочен. Расскажи рецепт, если... Кстати, да, вот рецепт я вам расскажу, ребят. Уже сколько их пробовали. Ну, раньше не рассказывал, на самом деле у меня первое образование это повар-технолог. Да, то есть это то, чем я занимался 5 лет своей жизни. Вот, и много очень рецептов было, но самый простой, который могут сделать абсолютно все, это просто обычный перец. То есть, другими словами, я нарезаю мясо, чтобы это был либо ошеек, лучше всего шеек, да, потому что там есть как раз немножко сальца, немножко мяса. Вот. И засыпаю это дело перцем. Если вы маринуете в кастрюльке, в данном случае как я, то на низ сделайте слой лука. Присолите этот слой лука, приперчите этот слой лука и ложите мясо. Присолите сверху немножко мяса и ложите снова слой лука. И вот так вот слой за слоем. Дальше я добавляю сюда греческих специй. Греческие, да, травы Греции. Да, это обычные травы. Вот. И ложу лавровый лист. То есть у вас получается соль, перец, лавровый лист и травы Греции. И заливаю это немножко сладким красным вином. Именно сладким. Вот, либо полусладким. Все, оставляете его буквально на несколько часов. Вино, кто не знает, ложится для того, чтобы мясо получилось мягеньким. Да? То есть оно имеет небольшую уксусную кислоту.
и смягчает в данном случае. Да? То есть кислотность она смягчает. Не перестарайтесь с кислотностью, потому что иначе вы ее будете жарить очень-очень долго. То есть немножечко. Где-то на 3 килограмма мяса у вас получится 3/4 стакана вина. А вот здесь сколько мы сегодня взяли? Здесь у меня 2 килограмма мяса и стопка вина получилась. Стопочка, да? 100-граммовая стопка вина, да. Все, вы это оставляете там кто насколько может, там на 2, на 3 часа, там на 4. На самом деле, у нас ночь стояла. Да, у нас стояла ночь, потому что я взялся за мясо где-то в 11 вечера. И ночь, и день. Да, и днем я работал, просто было не до него. Но по-хорошему, вот, если бы мы собирались на рыбалку, то за 2 часа оно было бы уже готово к жарке. Очень быстро пропитывается, то есть лука не жалейте, потому что лук дает сок. Мясо становится сочным, и оно становится очень таким приятным на вкус, без лишних запахов. Да, шашлык очень вкусный, подтверждаю. Я ела, пробовала. Ох, яка смакота. Этот запах, это вообще класс. Тяжело, конечно, это все администрировать. Скажи спасибо, что хоть еще не снимать. Да. Будем жарить, наверное, вот так, потому что бутылка нам только вредит. Бутылка нам больше мешает, чем помогает. Ой, какой запах! Это не передать словами. Мы еще держали пост, сейчас же православный пост перед Пасхой. И мы неделю сидели чисто на веганском питании. Вот совсем ничего, ни молочного, ни... То есть мясо даже... Хоть и говорят, что колбаса, там мяса нет, можно есть, но мы не ели. В нашей колбасе мясо есть. Ну да, в принципе, в нашей есть у нас. Если такую покупать дорогую, то она с мясом. Вот. И мы вообще ничего, ну просто ни яйца, вообще ничего. Короче, веганское чистое питание. Неделю мы так продержались, а это сегодня пятница, кстати. Как бы тоже ж такой день. Ребят, вкусный. Сейчас будет короткая реклама. Аня вспомнила про колбасу. Кто из Украины? Или кто в гостях в Украине. Или кто в гостях в Украине. Купите, не пожалейте денег. Воскресенские колбасы называют. А там денег особо, у них очень цены классные, то есть недорогие. Цены на самом деле, вот это не то, что там, знаете, там дорогая продукция. На самом деле мы были очень приятно удивлены, потому что цены где-то средние между вот именно там дешевой и дорогой продукцией. Блин, она настолько классная. Вот мы взяли, получается, колбасу. Очень вкусная, с черносливом. Да, она называется печена на черносливе, если я не ошибаюсь. Как колечком идет. Такая, да, типа как домашняя. Мы заплатили 200 гривен за килограмм. Послушайте, мы ее вот так как раз решили пожарить картошки и по кусочку попробовать. Закончилось это тем, что мы уплели эту колбасу. Когда дело дошло до картошки, уже ее так, собственно говоря, практически никто не ел. Вот. Но это просто бомба. Это просто бомба. Я на полном серьезе говорю. То есть, кто может, вот найдите ее. Там, и не только, знаю. Там и другая продукция у них очень вкусная. Просто что нам именно вот это наша любимая, мы для себя выделили, да. То есть, настолько классная, она реально из мяса, не поверите. Да. Она из мяса. Воскресенецкие ковбаски, да? Да, воскресенские колбасы вроде называются. Угу. Очень классная продукція, і вона недорога. Так що где-то, якщо побачите крамнички з такою назвою, то обов'язково купіть. Зайдите, кто попробует, можете там в комментариях отписать. Если я соврал, в кавычках, можете меня там отчехвостить, но я думаю, что вряд ли кто-то напишет что-то плохое. Попробуйте. Так, ну а это у нас мяско из домашнего поросенка. Это тоже натуральное. Короче, история, байка, собственно говоря. Байка у костра. Байка у костра, да. Пошли мы в магазин за овощами.
Сейчас просто прикол, что овощи стоят примерно как мясо, да, то есть иногда не знаешь, что лучше взять, или мясо, или овощей. Вот, и на дверях магазина висит объявление: домашнее мясо и сало. Ну, понятное дело, что при слове домашнее оно такое легенькое возбуждение происходит. Мы взяли, пожарили, блин, оно таки вкусное, оно таки домашнее. Да. Вот, и я потом на следующий день иду за добавкой, заказываю уже шашлычного мяса, потому что ребята позвонили и говорят: давай собираться на рыбалку. Вот, и эти черти взяли и поболели. Так вот, чтобы добро не пропадало, мы с женой решили в перерывах между работой это все дело благополучно пожарить, соответственно снять вам видео, ну и себя не обидеть. Знаете, какой сок идет. Боже, как это пахнет, я не могу это передать. Почему видео не передает эту атмосферу до конца и этот запах? Почему искусственный интеллект еще не сделал, вот, чтобы передать все это? Боже, какой-то запах, ребята, это, ну... Видишь, уже темнеет. Да, да, уже темно. Да, мы здесь, наверное, минут 40 только. Где-то так, да. Ничего. Так, друзья, вот мы жарили нашу красоту. Гляньте, какой шашлык. Шашлык-машлык. Эти 6 вечера и уже темно. Ну, это уже светло. Еще было. темно, точнее. Да, было недавно в 4 темно. И дело идет к весне. Класс. Сейчас мы будем ужинать. Блин, собирались, забыли вилки, забыли тарелки, все забыли. В общем, будем как... Ну, как на природе. Будем сейчас положим это все на крышку. На крышку и будем охлаждать. Да, и будем есть. Слушай, я думаю, что она уже готова. Я думаю тоже, что горячее сырым не бывает, поэтому... Да, давай. Сейчас только вытрем сначала. Мне было с землей, потому что земля, я вряд ли думаю, что она вкусная будет. Почему? Це український чорнозем. Ну, український чорнозем, це ляшко їсть, а ляшка тут нема. Я з'їм. Я так люблю українську землю, що я з'їм чорнозем. Добре, добре. Так. Вкусно? Блин, вкуснятина вообще. Не вкусно, не ешь. Не ешь. Давай лучше я. Ой, как красиво. Как Сочно, пахнет. очень сочно. Друзья, готовьте по этому рецепту, по которому Игорь рассказал. Это правда очень вкусно, потому что уже я лично не раз пробовала. Ну, просто он мой муж, если что. Он меня иногда кормит. Я так не просто подруга здесь. Так, ну ему минут 10 нужно. Ну, да. не 10-5 охладить. Да. И вот уже вот так у нас темно. Но это не мешает отдыхать. Боже, а вот это вот закат солнца такой на... Это мы только что смотрели вот на вот этот домик. Покажи, пожалуйста. Ага. Блин, реально захотелось. Прикиньте, классно сидишь там на 2-м этаже. А у тебя лес, да, перед тобой? У тебя лес, да. То есть у тебя где-то там рабочий столик, даже компьютер. Но ты вот так просто смотришь в лес и отвлекаешься. И просто классно. тебе хорошо, да? Просто хорошо. Наш участок тоже возле леса, просто там дом старый на нем еще. Там нельзя еще, покажи. Блин, я вообще не хочу в Киев ехать. Я тебе серьезно говорю, сколько я уже времени после смены обстановки здесь, я вообще не хочу возвращаться в мегаполис. Просто от слова совсем. Квартира, которую мы арендуем, да, то есть в Киеве, там вроде ремонт и все как положено. Здесь практически нет ремонта. Но я не знаю, как они, но мне лучше. Мне ментально просто, вот именно, знаете, вот это чувство свободы. Ну, наверное, потому что рядом природа, да, то есть и ты в любой момент просто выходишь, и у тебя вот это пространство, которого там не хватает. И ты распускаешь крылья. Ты распускаешь крылья, ты просто кайфуешь, да, то есть вот у меня так, по крайней мере, я не знаю, как у кого, но я к этому пришел, вот,
практически 40 лет мне уже, да, я к этому пришел. Я очень сильно рвался в большой город, очень сильно. Я сам родом из небольшого городка. Но пришло время, как бы, и я понимаю, что, скажем так, в этом есть свой шарм, да, то есть это чувство пространства, когда тебе нужно просто периодически банально уединение, чтобы собраться с мыслями и просто расслабиться. И здесь это работает. На фоне там 3 десятков деревьев, условно говоря, да, это работает. Ну, тут, да. А на заднем фоне в этот момент где-то вдалеке едет поезд. И вот это вот ощущение незабываемое, шелест такой сосен. Такой небольшой ветерок сейчас, и сосны так туда-сюда, там верхушки шевелятся. Вот, запах шашлыка, и там где-то вдалеке едет поезд. Знаете, вот звук поезда, он дает ассоциации, каждому свое. То есть у каждого свои воспоминания с этим. Да. Итак, друзья, мы приступим к трапезе вечерней. Всем приятного аппетита. Вот, с вами были мы. Скоро встретимся. Подписывайтесь на наш канал, кстати, нам будет очень приятно. Оставляйте лайки, смело пишите комментарии, пожалуйста. Большая просьба, ребят, касательно лайков, оставьте, пожалуйста, это просмотры, да, то есть это показы. Мы просто-напросто сможем чаще вас радовать нашими видео. Пожалуйста, это не трудно, это поставить лайк, это тыцнуть мышкой, но это приносит огромную пользу. Да, повышаются охваты просто, и видео поднимается там, ну, ближе к верху, скажем так. Поэтому нам будет приятно. Поставьте нам лайк. Все, друзья, пока-пока, приятного аппетита.